История Лего ведет свое начало с 1932 года, когда Оле Кирк Кристиансен основал в Дании компанию по производству товаров для повседневного обихода. Продукцию Оле делал из дерева, при этом изначально основную прибыль компании приносили лестницы и гладильные доски, спрос на которые резко упал в период мирового финансового кризиса. Сегодня Лего четко ассоциируется со знаменитыми кубиками, из которых можно собрать все что угодно, от электронного робота до целого города. Сегодня мы расскажем эту удивительную историю конструктора. Ну что, приступим? Началось все еще до войны в маленьком датском городке Биллун, где и сегодня расположен головной офис Лего. С этого начинается Лего-история бренда. В 1916 году 25-летний плотник Оле Кирк Кристиансен решил начать свое дело и купил небольшую мастерскую, где делал украшения для фасадов и мебель. Бизнес его шел вполне успешно много лет, пережил серьезный пожар в 1924-м, но не пережил Великую депрессию. К началу 30-х клиентов не было, и семья Кристиансенов сидела на бабах. Стало понятно, что с мебельным производством не проживешь, и надо переключаться на более скромные проекты. И тогда, в 1932 году, была основана мастерская, которая со временем стала одним из самых известных производителей игрушек в мире. Мастерская Кристиансена начала делать игрушки – деревянных свинок, уточек, машинки, домики. Сначала вместе с Оле Кирком работали только 3 его старших сына, а позже мастерская разрослась до 7 сотрудников. Также в мастерской делали простое оборудование – садовые лестницы, гладильные доски. В 1934 году мастерская получила современное название. Кристиансен колебался между несколькими вариантами, в частности, он хотел назвать компанию Legio от Legion of Toys – легион игрушек, но в итоге назвал Лего от датского Leggold – играйте хорошо. В 1935 году в ассортименте появились и первые сборные деревянные игрушки. Во время войны мастерская не прекращала работать, хотя в 1942 году полностью сгорела во время авианалета и была отстроена работниками заново. И уже в 1946 году Оле Кирк принял значимое для компании решение. Он купил инжекционно-литьевую машину для пластмассы, иначе говоря, термопласт-автомат, способный лить пластиковые детали под давлением. Она стоила 30 тысяч датских крон, при годовом обороте компании всего в 450 тысяч. Но, как оказалось, это был самый правильный шаг из всех возможных. В 1940-1950-х годах ассортимент Лего был огромен, но в целом не отличался от ассортимента других игрушечных компаний, имевших деревянное и пластиковое производство. Переворотный момент в производстве конструктора произошел тогда, когда Оле заинтересовался образцами продукцию, которую производитель литейной машины прислал вместе с аппаратом, чтобы показать возможности машины. Эти образцы представляли собой блокирующиеся кубики из пластика, которые были придуманы в Великобритании. В 1947 году их изготовила компания Kiddy Craft по эскизам детского психолога. Правда, крепление первых образцов было достаточно слабым, и объединить кубики в устойчивую конструкцию было достаточно непросто. Владельцы Лего сумели рассмотреть потенциал конструктора и запустили собственную линию пластиковых кирпичиков, но уже с доработанным креплением. 11 лет компания расширяла свой ассортимент, пробовала создавать новые элементы и вводила в обиход кубики из пластика. А в 1953 году запустила производственную линию «Лего-кубики». Первые наборы подвергались небывалой критике. Говорили, что это будет неинтересно и пластик недолговечен. Но семья Кристиансен не сдавалась и развила свои мощности до компании международного образца, всемирной популярности и признания. Помимо автоматически соединяющихся деталей, в компании разработали и свою собственную игровую систему. Определенный набор деталей позволял создавать часть отдельного сюжета – дом, машину, корабль. С каждым годом система становилась сложнее и интереснее, добавились новые элементы, фигурки, персонажи, животные. Возможно, поэтому игра с конструктором Лего по-прежнему увлекает не только детей, но и взрослых всех возрастов. Можно сказать, что главная формула успеха конструктора – это простота плюс универсальность равно бескрайние возможности. В отличие от многих других примеров, компания Лего по-прежнему является семейным предприятием, и сегодня его главой является внук основателя Кьель Кирк Кристиансен, который продолжает создавать классику с учетом модных тенденций. Конечно, мы рассказали далеко не обо всех ступенях в истории Лего.
Все когда-либо было впервые, и любой из элементов, которые используются в современных конструкторах, кто-то изобрел, кто-то усовершенствовал, кто-то видоизменил. Сегодня во вселенной Лего десятки миров, сотни наборов, тысячи персонажей, а также в арсенале компании имеется несколько серий конструкторов. Лего или Lego System. В ней есть подсерии – замки, города, космические путешествия, пираты. Есть отдельные модели, посвященные популярным персонажам, фильму о Гарри Поттере, саге «Звездные войны» и многим другим. Прима – линия для новорожденных деток. Для детей дошкольного возраста – Лего Дупло. Яркие кубики удобно держать в руке, играть, строить и познавать мир. Знап – менее известная линейка конструкторов, которая отличается от классического варианта и оптимально подходит для создания мостов и оригинальных перекрытий. Самые современные варианты – Technic и Mindstorms. С их помощью можно сконструировать и запрограммировать собственного робота. Отличительной особенностью конструкторов является использование особой сверхточной технологии, благодаря которой детали разного рода выпуска подходят друг к другу, и из них можно построить что угодно. История создания конструктора Lego – это был долгий и тернистый путь, который компания преодолела с успехом. Сегодня компания входит в топ-10 самых популярных производителей игрушек. Ее производственные мощности сосредоточены в нескольких странах, но самое большое производство находится там же, в Билунде в Дании, где все начиналось. Только сегодня на этом заводе Lego используется более 60 тонн пластика в день, чтобы ежегодно производить 21 миллиард качественных деталей. Делитесь в комментариях, кто так же, как и большинство ребят, обожает Lego. А может быть, у кого-то его никогда и не было. Будет интересно почитать, сколько у нас фанатов этого конструктора. На этом у нас все. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До новых встреч!